Ее глаза на звезды не похожи, в них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер прожит, а с ней он каждый раз другой. Ее упреки — вестники прохлады, как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то ангелы кричат: прости, прощай, плавится душа, как свеча. Come here, my friend. Так, к чему все это было? Вчера я сделал видео по этому лешему. Я совершенно случайно его открыл, не сделал даже субтитры. Забыл. Но не суть. Значит, Наташа мне позвонила, сказала, что клиент видео посмотрел. У него нету вопросов к винтовке, у него теперь вопрос к прицелу. Типа, что вы мне продали такой плохой прицел? Наташа ему тоже прицел продала. А с другой стороны, у меня возникает резонный вопрос. А как можно сравнивать прицел, за который клиент заплатил 6 тысяч, и сталкер, с которого я вчера стрелял, и за который клиент должен платить 45 тысяч? Мне кажется, масштабы несколько разные. И цена сталкера в почти 8 раз, 7 раз выше. Не потому, что я в 7 раз жаднее, чем те, кто продает эти прицелы, а просто качество стоит денег. И других вот, по-другому в этой жизни ничего не работает. И я уже много раз говорил, что Краилова ведет к Попадалову. Нету никаких исключений из этого правила. И тогда мне Наташа сказала: Эдик, отстреляй с его прицела, постарайся, сделай все, что ты можешь. И я сделал, вот вы сейчас видели, я даже за мишенью не пойду. То есть там, в принципе, нормальная кучность. Но, что я могу сказать по этому прицелу? Он очень требовательный к прикладке. То есть малейшее неправильное положение головы, нестабильное положение головы, и у вас отрыв. И если стрелок не настолько опытный, что он может четко всегда голову класть относительно прицела, ставить в одно и то же положение, ничего не получится. Да, дешевые, дорогие прицелы в некоторой степени могут прощать это. То есть можно там... Сталкер, кстати, вот как раз из этих прицелов, что там голову как ни положи, он все равно летит так. Но так этот прицел нет. Нужно четкое положение, вот прям четкое. Из него стрелять очень трудно. Мне очень трудно. Я вот эти 10 выстрелов сделал, я не знаю, я бы через сталкера там 100 выстрелов сделал и меньше бы устал. Потому что вот это вот именно четкое контроль своей головы относительно прицела очень утомляет сильно. Поэтому я напрямую к клиенту обращаюсь. Теперь-то, я полагаю, вы понимаете, что с винтовкой все в порядке и с прицелом все в порядке. То есть вопрос только в навыке стрельбы, в навыке обращения вот с этим комплексом, который вы купили. И представитель здесь совершенно ни при чем. Я надеюсь, теперь точно вопросов никаких нету. Но был рад помочь. Потому что наши клиенты, даже если они в чем-то не правы, они все равно остаются нашими клиентами. Мы их любим, холим и лелеем. Всем спасибо. Пока. Красненькая горит? Угу. Точно? Да. Покажи. 4 секунды. Поехали.